Главные новости сегодняшнего дня. Известный телеведущий Юрий Николаев был срочно госпитализирован и находится в реанимации одной из московских клиник. По информации СМИ, народному артисту России стало плохо накануне, после чего его срочно доставили в больницу с высокой температурой. Состояние Юрия Николаева остается стабильным, но требует дальнейшего наблюдения и анализа. Большая потеря в мире российского кинематографа и культуры. Несколько часов назад ушел из жизни известный советский и российский актер, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Ассатиани. Артист скончался на 83-м году жизни. Георгий Ассатиани в первую очередь известен широкому зрителю по роли в кинофильме «Молодая гвардия». Известных артистов эстрадных исполнителей Филиппа Киркорова и Александра Серова попросили покинуть борт самолета, совершавшего перелет по маршруту Москва-Владивосток. Стало известно, что сначала Филипп Киркоров и Александр Серов, которые собирались на гастроли в город Владивосток, опоздали на авиарейс на 40 минут и заставили себя ждать пассажиров и летный состав. Позже стало известно, что Филипп Киркоров и Александр Серов забыли важные документы и коммерческие контракты о гастролях и попросили задержать еще вылет самолета на неопределенное время. После этого Александра Серова и Филиппа Киркорова попросили покинуть авиатранспорт. Помимо этого, против известных артистов будет возбуждено административное дело. Они также выплатят крупный штраф за задержку вылета самолета. Известные российские эстрадные певицы Татьяна Буланова и Илона Броневицкая попали в дорожно-транспортное происшествие в центре Санкт-Петербурга. Татьяна Буланова и Илона Броневицкая спешили в телестудию для записи нового телевизионного шоу. По данным прессы, за рулем машины находилась дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая, которая на одном из поворотов не справилась с управлением. По данным прессы, произошло столкновение автомобиля Илоны Броневицкой и троллейбуса. Пассажиры троллейбуса не пострадали. Эстрадные певицы также отказались от госпитализации. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова продолжает делать добрые и благородные дела. На этой неделе команда Никиты Михалкова совершила еще один богоугодный поступок, направленный на улучшение жизни пенсионеров Российской Федерации разных категорий. Члены антикоррупционного комитета, известные артисты, актеры Константин Хабенский и Юрий Назаров сообщают, что на этой неделе было открыто 7 бесплатных общественных столовых для пенсионеров по возрасту. В частности, данные заведения были открыты в следующих городах: Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Тюмени, Саратове и Тольятти. По данным прессы, в данных заведениях пенсионеры по возрасту смогут питаться 2 раза в день абсолютно бесплатно до 18:00 каждого дня. По словам главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, это только самое начало доброй помощи для пенсионеров. Никита Сергеевич заявил, что если данная инициатива будет поддержана населением, то бесплатные столовые будут открыты и в других городах. К слову сказать, что самые первые бесплатные столовые для пенсионеров, которые открыл антикоррупционный комитет, заработали еще в начале этого года в городах Улан-Удэ и Уфе. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает чрезвычайную новость о аресте семьи народного артиста Российской Федерации Михаила Боярского. Сегодня утром в Санкт-Петербурге были задержаны и доставлены в полицию Михаил Сергеевич Боярский и его сын Сергей. Предварительная причина задержания – это незаконные финансовые операции на территории России, а также ведение коммерческого бизнеса, который длительное время не платил налоги. Существует версия, что Сергей Боярский подвел своего отца. Он незаконно оформил на Михаила Сергеевича Боярского
недвижимость, коммерческий бизнес и другое имущество. Данные проблемы очень негативно сказываются на состоянии здоровья Михаила Сергеевича Боярского, ведь буквально неделю назад он выписался из больницы, где находился долгое время после нападения. Помимо этого, Михаил Сергеевич Боярский является членом антикоррупционного комитета и подобными действиями кидает темную тень на организацию. По словам сотрудников антикоррупционного комитета, нет никакого сомнения, что Михаила Сергеевича Боярского попросту подставили. Однако до выяснения отношений, а это в течение нескольких дней, он должен находиться в полиции. Стало известно, что сын Михаила Сергеевича Боярского незаконно оформил на своего отца недвижимость в дальнем и ближнем зарубежье, сеть ресторанов, фитнес-клубов и других развлекательных заведений. Также на Михаила Сергеевича Боярского по доверенности были оформлены финансовые счета на крупные валютные суммы. К слову сказать, что совсем недавно в жизни Михаила Сергеевича Боярского произошла страшная трагедия – пожар на загородной даче артиста, в результате чего произошло семейное несчастье, погибли его внуки. Ну а самая главная трагедия заключается в том, что Михаил Боярский был главной причиной трагического события. Пожар в загородном доме произошел по той причине, что Михаил Сергеевич уснул зажженной сигаретой. После данного события произошла и еще одна трагедия. Елизавета Боярская, которая не смогла смириться со смертью детей по вине своего отца, расправилась с Михаилом Сергеевичем. Она нанесла ему 2 огнестрельных ранения, после которых Михаил Боярский долгое время находился в больнице. Однако народный артист России Михаил Боярский поступил как настоящий отец. Преодолев тяжелые ранения, он выписался из больницы и, естественно, не стал заводить уголовного дела на свою дочку. Пресс-служба антикоррупционного комитета Никиты Михалкова сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково во время посадки на самолет погиб российский певец-шансонье, родной сын известного шансонье-певца Вилли Токарева Алекс Токарев. 40-летний мужчина погиб в результате пулевых ранений, которые совершили из огнестрельного оружия. По данным полиции, работал снайпер с далекого расстояния, поэтому преступников задержать не удалось. Алекс Токарев не достиг славы своего великого отца Вилли Токарева. Он записал 4 альбома и несколько раз выступал на премии «Шансон года». Однако в последнее время сын Вилли Токарева, по данным прессы, был связан с криминальными структурами, поэтому преступления против российского шансонье-певца связывают с криминалом. Отметим, что сам Вилли Токарев ушел из жизни еще 5 лет назад, 4 августа 2019 года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.